Всем привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Moto Maximus. И сегодня, друзья, речь у нас пойдет вот об этих сидельных сумках от бренда Kemimoto. Итак, друзья, для начала пару слов о том, зачем и для чего. В общем, в сезоне 2021 года я запланировал посетить несколько ущелий на Северном Кавказе, причем посетить вот на этом красавце, на Suzuki DRZ 400, и посетить их с ночевкой. Я очень люблю фразу «удача любит подготовленных», это как раз таки про меня, и начиная перебирать в голове все то, что мне нужно взять с собой для нормального кемпинга, для нормального ночлега, я понял, что мой рюкзак за спиной будет весить, наверное, столько же, сколько я. Потому что хочется взять и палатку, и спальник, и котелок, и продукты. Плюс ко всему еще с собой я везу всегда кучу съемочного оборудования, коптер и все остальное. В общем, поразмыслив, я понял, что не хочу так сильно нагружать свой рюкзак и решил присмотреть себе какую-нибудь дополнительную багажную систему на DRZ 400. Что-то типа боковых сумок на DRZ 400, но скажу сразу, я искал что-то, что будет быстро монтироваться на мотоцикл и сниматься с него без всяких багажных рамок, металлических и всего остального, чтобы это было максимально просто и удобно. Ну и как всегда, мой любимый бренд Kemimoto предложил вот такой вот товар. Я его немного так проанализировал, посмотрел, заказал, и вот он пришел. Давайте я вам покажу, что из себя представляют эти сумки. Ну а дальше мы установим их на мотоцикл. Ну и, конечно же, какой обзор без тест-драйва. Мы их нагрузим хорошенько и поедем прокатимся куда-нибудь, выйдем. Тем более, что погода у нас уже теплеет на улице, снег практически весь растаял в городе. Ну, в горах еще, наверное, лежит, но тем не менее, я очень хочу их протестировать и понять, будет ли мне с ними вообще удобно. Итак, заказал я их где-то недели 3-4 назад, ехали они долго, но приехали. Вот я их сразу собрал, приехали они в такой спрессованной упаковочке, ну выглядели вообще непонятно, я их сразу собрал и вот показываю вам. Итак, вот здесь посередине сумки сшиты, они не разъединяются, и плюс вот здесь вот два таких больших ремня, ремни утяжки, я так понимаю, регулировать длину. Ну, сейчас будем примерять к мотоциклу, посмотрим. Также снаружи на сумках есть вот такие карманы боковые, один карман вот такой вот открытый, он вот здесь идет на утяжке, я так понимаю, сюда вставить бутылку или что-то, а другой карман, он закрытый, на липучке, ну сюда положить что-то, наверное, мелкое, чтобы не вывалилось. На сумках есть светоотражающие полосы, ну и основной клапан на сумке, он идет на двух фастексах, и здесь идет молния. Вы расстегиваете и попадаете внутрь сумки. Во-первых, ну вот что мне сразу скажу не очень понравилось, то что они одинаковые, они не зеркальные, они одинаковые. Лучше было бы, чтобы они были зеркальные, потому что, видите, здесь вот, допустим, я их вот так на мотоцикл вешаю, у меня спереди один карман открытый, другой закрытый. Ну, как-то нелогично, лучше уже пускай здесь будут два открытых, а здесь два закрытых, или наоборот. Вот, это один момент, который мне не понравился. Плюс ко всему, сумки почему-то внутри немножечко отличаются. Вот в этой сумке, ну вот, грубо говоря, давайте она левая будет, да? Она вот, ну, просто однообъемное пространство и все, и больше ничего. В этой сумке зачем-то вот такой ремень, тоже на фастексе сделан. Я не знаю, для чего он, для того, чтобы что-то туда положить и стянуть сумку, чтобы она не деформировалась, может быть. Ну, наверное, но внутри зачем он нужен, не понимаю. Если здесь сделан, почему его здесь нету, ну, это непонятно. Может быть, в процессе эксплуатации я пойму. И также здесь внутри, на задней стенке, вот на этой, есть такой маленький сетчатый карман. На самом деле, это прикольная штука, в него можно закинуть какую-то мелочь, может быть, документы, телефон, еще что-то. Но почему его не сделали здесь? Я думаю, цена вопроса 3 копейки, но было бы классно, чтобы и здесь они были одинаковые. Но это на первый взгляд, что мне, скажем так, не очень понравилось. Все остальное вроде бы неплохо. Везде замки и тут, и тут. И с двух сторон оно застегивается на фастекс тут и на фастекс тут. Плюс ко всему, вся эта конструкция спереди еще может утягиваться, если вам нужно сжать сумки и сделать их максимально плоскими. Здесь бренд Kemimoto, здесь то же самое бренд Kemimoto. Ну и давайте посмотрим, что они из себя представляют с внутренней части. Вот так это все выглядит. Здесь, видите, пробиты люверсы. Сейчас объясню, зачем. Тут в комплекте идет вот такая веревка. Их тут, по-моему, 4 штуки. Я так понимаю, для того, чтобы за эти люверсы еще растянуть к мотоциклу, и сумка не болталась. Не могу сказать, буду ли я крепить на эти веревки, или же, может быть, на быстросъемные резинки. Примерю, потом смогу сказать. И, кстати, также в комплекте с этими сумками идут два вот таких
водонепроницаемых чехла. Эти сумки уже позиционируются как влага-пылезащищенные. Ну вот производитель еще дает с сумками 2 чехла. На самом деле это классно. Я уж не знаю, как от дождя, потому что наверняка все, что я буду класть вовнутрь, я буду класть в каких-то пакетах или в гермомешках. Но в любом случае, как минимум от грязи они защитят. И когда вы куда-то доедете, вы просто можете их снять грязные, а у вас внизу будут чистенькие, замечательные сумочки. И вот такой вот девайс. Еще вот здесь, я, если честно, пока не могу понять, для чего он. Видите, вот по углу здесь прошит ремень и вот такая утяжка. Ну, наверное, для того, чтобы, когда вы закрепите на мотоцикл, как-то утягивалось. Вот здесь вот 2 люверса внизу. С этой стороны та же самая картина. Тоже 2 люверса внизу и тоже вот такая вот диагональная утяжка. Пока не знаю зачем, но, возможно, в процессе эксплуатации разберусь, пойму. И да, кстати, сумки приходят эти плоские, но, видите, они стоят на столе и держат форму. Дело в том, что у них внутри, вот я сейчас достану, покажу, в комплекте идет вот такая штуковина. Здесь какой-то жесткий пластик сшит и 2 липучки. Вот она. Соответственно, вы ее вытаскиваете и все. Сумка у вас стала плоская, вы вообще ее можете свернуть и куда-нибудь убрать. И вот она, эта штука. Когда вам нужно, соответственно, сумкой пользоваться, придать ей форму, вы засовываете эту штуковину, кладете на дно, поднимаете одну сторону на двухстороннюю липучку и вторую сторону. И все. И вот у вас уже сумка держит свою форму. В принципе, вот это решение мне нравится. Если хранить сумки или перевозить их, ты жесткое основание вытащил, все это плотненько сложил, в ящик убрал, и оно тебе не мешает. Внешне мне эти сумки, в принципе, понравились. Ну, как и все, что делает Kemimoto. Я, в принципе, еще ни разу пока что не разочаровался их продукцией. На ощупь материал, из которого сделана сумка, напоминает мне брезент. Знаете, вот раньше были такие брезентовые палатки плотные. Вот очень похож на него. Вот здесь вот что-то типа кожезаменителя. Вот здесь на клапане такая вот. А внутри материал похожий на тот, который, знаете, идет внутри мотоциклетных экипировок, ну, как водонепроницаемый, водоотталкивающий. Я думаю, сделано это для этого. В общем, вот так вот это выглядит сумочка. По сути, тут больше рассказывать нечего. Ссылку на них я, как всегда, оставлю в описании. Там есть разные цвета, размер у них один, цвета есть разные. Есть зеленая, там бежевая. Ну, я выбрал черные, я думаю, они максимально мне подойдут. Давайте примерим их на мотоцикл, посмотрим как что. Я уже понимаю, как я их буду крепить. Это будет быстро и удобно. Я эту цель преследовал. Ну и нагрузим их чем-нибудь, да поедем прокатимся. Я думаю, есть смысл проверить их в деле. Ну и вот, собственно, давайте смоделируем ситуацию. Вот он, DRZ-400, предположим, я собираюсь куда-то на нем ехать. Я сейчас откручиваю сиденье. Мне нужно для этого всего лишь вот вороток с головкой на 10. И ремни центральные, которыми скреплены 2 сумки, я их пропущу под сиденье. Соответственно, во-первых, у меня сумка будет сразу отцентрована. Вправо, влево она никуда съезжать не будет, даже если я одну сумку нагружу больше, а другую меньше. А во-вторых, в дороге это все дело будет плотно прижато сиденьем. И какие бы кочки не были, как бы я куда ни мотоцикл не загонял, в любом случае сумки у меня никуда не отстегнутся и никуда не отвалятся. Единственный момент у меня остается, мне нужно будет сумки закрепить их нижние части за мотоцикл как-то, за пластик или за раму, для того, чтобы на кочках, на ухабах мои сумки не шлепали, как уши у спаниеля. Так, откручиваю заднее сиденье, один болт и второй болт. Сумка, кстати, от Kemimoto, помните, которая на крыло. В итоге все-таки я ее нагрузил инструментом, она стала тяжелая, и я ее убрал на заднее крыло. Итак, снимаю сиденье и сумки вешаю сюда. Ремни я уже подтянул. Вот, что мне нравится, сумки полностью ложатся на пластик. Я вот с этой стороны переживал, что сумка ляжет на глушитель, и глушитель мне один момент спалит, но в принципе нет, все четко. И сверху все это дело зажимаем сиденьем. Тут ничему оно не мешает, воздухозаборник не перекрывает. Ну вот, по сути, и все. Сумки на мотоцикле, они зажаты. Сейчас мы их крепим, прикручиваем, и они уже никуда у нас не денутся. И по сути у меня вот здесь под этим пластиком находится аккумулятор. При необходимости я сюда могу добраться и до воздушного фильтра, и до аккумулятора. Вот так вот это все выглядит на мотоцикле. В принципе, это уже под сиденьем зажато, никуда не денется. Теперь осталось решить вопрос вот с этой болтанкой. И все.
и можно их грузить и ехать тестировать. Давайте попробуем использовать вот эти родные шнурки. 6 штук их тут нам надарили. И я так понимаю, они могут быть использованы. Вот, кстати, вот эта штука, я так и не понял, для чего она. Ну, может быть, со временем придет понимание. Я вот через эти люверсы продеваю. Здесь у меня на ДРЗ идет крепление боковых ножек пассажирских. И, в принципе, вот можно вот таким вот макаром ее здесь завязать. Даже вот на скорую руку. На 2 узла. И все. И сумка уже не болтается. По сути, хватило даже одной. Остальные я, наверное, заброшу в сумку, потому что наверняка в процессе эксплуатации будут вылазить какие-то нюансы. И, возможно, само крепление к раме вот здесь внизу я буду немножечко переделывать или модернизировать. Но пока вот на скорую руку можно обойтись и так. Ну и вот так вот эта сумка выглядит здесь на мотоцикле. Вот ремни я пропустил под сидушку. Между крайним ремнем и центральной вот этой вот штуковиной вон он болт, который затягивает сидушку, держит ее. По сути, чтобы снять эти сумки, мне достаточно открутить 2 болта, один там, и все, сумки будут сняты с мотоцикла без всяких проблем. Вот так вот это смотрится с этой стороны. И, соответственно, вот еще сверху. Так, ну и самое интересное, надо же попробовать на него сесть. Посмотреть, будут ли мне эти сумки мешать. Ну вот, по сути, я сижу. В сидячем положении эти сумки не мешают мне вообще. Стоя тоже они ногам не мешают. Даже если с оттяжкой назад. Ну вот я упираюсь в них икрами и все. По сути, эти сумки стали сюда так, как надо, так, как я и хотел. Так, ну что могу сказать, я безумно доволен этим приобретением. Мне хочется уже их чем-нибудь наполнить. Да давайте, друзья, выйдем, прокатимся, посмотрим на них в деле. Ну и просто отведем душу. Весна ж все-таки на дворе. Так, ну что, я же говорю, на улице уже вовсю светит солнце. Весна все-таки берет потихонечку свои права. В общем, все, сумки на месте. Я их максимально загрузил. Положил туда кофту, перчатки, дождевик, в общем, все, что нужно и не нужно, просто набросал, термос с чаем взял, чтобы проверить вообще, сколько в них помещается, насколько это все удобно. Даже, видите, засунул небольшой раскладной стул из Спортмастера. Задумал я одно местечко, которое хочу сам посмотреть и вам показать. В общем, поехали, сейчас все узнаете. Ну что, узнали? Так и есть. Это Березовское ущелье. Одно из моих любимых мест. Летом я снимал большой обзор вам на него, показывал. На нем мы прокатились с вами от города до самых истоков Березовского ущелья. Туда, где бьют первые родники. Ну и признаюсь честно, во-первых, в принципе я соскучился по мотоциклу, а во-вторых, соскучился по этому месту. Все уже тает, можно кататься, поэтому тест-драйв сумок я решил провести именно здесь. Ну, что могу сказать, если честно, у меня уже масса впечатлений. Сейчас буду вам рассказывать и, наверное, все это дело показывать. В общем, смотрите, ну по поводу сразу давайте сумок. Вот я не стал одевать чехлы специально, чтобы посмотреть вообще, насколько грязными они станут. Ну, в принципе, сзади, да, их немножечко забрызгивает. Можно сказать об этом. А спереди сумки чистые.
Крутых подъемов у меня никаких не было, но были парочку крутых спусков. В принципе, сумки мне не мешают. Видите, у меня здесь поместилось и термос, вон и кофту я закинул, там и перчатки. Сюда вообще стул засунул. Короче, по итогу, я ими очень доволен. Довольно-таки расширили теперь они потенциал моих эндуро путешествий. Я примерил, палатка туда не залазит, но туда залазит и спальник, и еды туда можно положить, и много еще чего. Палатку, в принципе, можно кинуть в рюкзак, а все остальное положить в эти сумки. Как всегда, по итогу вам должен сказать, что сумками я очень и очень доволен. Но это еще не все впечатления от этой поездки. Во-первых, вы помните, я установил на мотоцикл широкие подножки. Это, по сути, первый нормальный выезд с ними. Подножки супер, стоять мне теперь намного удобнее, и я теперь, в принципе, лучше чувствую мотоцикл. И установил вот эти вот педальки, переключения передач и заднего тормоза. Ну, вот по поводу переключения передач, скажем так, если честно, большой разницы я не почувствовал. Да, она стала немножечко помассивнее, чувствую я ее лучше, но не принципиальное различие. А вот педаль тормоза, это вообще просто бомба. Она с такими острыми зубами, я теперь ее чувствую. На спусках просто идеально задним тормозом тормозить. Вообще класс. Короче, вот видите, не зря я взял стульчик с собой. Сейчас пью чай, любуюсь всей этой красотой и поеду уже в сторону города, спущусь по ущелью, посмотрю, замерзшее оно или нет. Ну и, конечно же, покажу это все дело вам. Ну а на выезде из ущелья, если еще будут какие-то эмоции по поводу сумок, обязательно скажу. А пока что наслаждаемся видами. В общем, резюме, друзья, такое. Мотоцикл грязный, сумки тоже, а я безумно довольный. А все почему? Потому что мотоцикл отмоем, сумки отстираем, а впечатления они останутся. По итогу, сумки обалденные, я ими более чем доволен. Если нужны такие же, ссылка в описании. Ну а я поехал домой отмывать мотоцикл, отстирывать сумки, ну и, конечно же, монтировать это видео. А самое главное, друзья, путешествуйте. И всем добра.